아름답다. 아름다웠어요. Если бы в игре кальмара была игра в игре слово арамдапта красивое, меня бы сразу пристрелили на месте. Краткая предыстория. За 30 дней до поездки в Корею я решила, что мне нужно обязательно говорить на корейском языке, чтобы базово общаться с носителями и делать заказы в Старбаксе и в кофейнях. Я решила себе устроить вызов за 30 дней выучить корейский. Я покажу весь путь от самого начала до конца. Моей целью было научиться рассказывать о себе, болтать с носителями хотя бы как-то базово, как-то обмениваться базовыми фразами и делать заказы в кафе, в том же Старбаксе. Получилось у меня или нет, вы узнаете в конце. А сейчас я покажу свой путь от самого начала до конца. 시험은 몇 시에요? 시험은 10시에 있어요. 시험은 10시에 있어요. 시험은 10시에 있어요. 시험은 시험 Как так-то? Момент вы уже хорошо освоили корейские гласные, то тут, я думаю, для вас будет все легко. Давайте разбираться. Если мы возьмем гласную У. Сегодня 5-й день изучения корейского языка. Что я могу сказать на сегодняшний день? Я уже изучила алфавит, узнаю, знаю некоторые буквы. С каждым разом, с каждым днем их становится все больше. Я не заучивала весь алфавит с самого первого дня, потому что я не хотела, чтобы это все на меня сваливалось так комом. Вообще в первые дни это было только дуолинго. Вот. Я примерно там уже как-то пыталась свой мозг заинтересовать изучением корейского языка. Далее с 3-го дня я начала проходить уроки на ютубе, смотреть разные видео для начинающих. И вот вчера я уже полностью посмотрела видео про корейский язык. Была удивлена, что уже с помощью дуолинго я знаю некоторые буквы, умею их читать, узнаю их. Вот, хотя мне казалось, что дуолинго это так, по фану, по приколу. То есть, на самом деле, дуолинго серьезно воспринимать не стоит, на мой взгляд, как человек, который говорит на нескольких языках. Но, тем не менее, это очень классный способ повторять, практиковаться каждый день хоть немного. Там мне вьетнамцы поют на заднем фоне, я сейчас в Хошимине. Вот. Вообще, я сейчас занимаюсь в среднем по часу в день. Каждый день у меня начинается с повторения алфавита, с повторения букв. Далее там я приступаю уже к каким-то урокам, смотрю. То есть сейчас это примерно час. Я как-то успела уже адаптироваться, привыкнуть, хочу немножко уже увеличить это время. Вот, и хочу уже записаться на днях к корейскому преподавателю, носителю, и уже попробовать провести первый урок пробный. Вот. Мне, кстати, очень нравится вот этот канал Korean Simple. Я уже прошла с ними несколько уроков, они мне очень понравились. И вот мне, в частности, нравится вот эта преподавательница Алина. Так, 7-е занятие по корейскому. Моя закладка. Я уже прошла весь алфавит и начала писать первые слова в словарике. Я в шоке. Они пока очень короткие и супер легкие. Даже пока не знаю, чем похвастаться, потому что я пока не могу, например, рассказать о себе. Это все еще очень сложно. Могу только вот слова прочитать, более-менее с грехом пополам, очень медленно. На сегодняшний день у меня пока такая система изучения. Каждый день минимум это 1,5 часа. Я сейчас начинаю с дуолинго, потому что дуолинго вообще в целом там удобно изучать алфавит и вообще в целом как-то привыкать к языку, что ли, что-то первое уже там говорить, выговаривать. Вот, это обязательно дуолинго, один день, один раздел целый. Мне это в целом нормально дается.
Вот, плюс алфавит, повторение, изучение постоянное. И есть один классный сайт, где я изучала турецкий, и здесь есть еще и корейский. Вот, я здесь очень мало уроков, всего 9, но они прям вот по базе всего корейского. Пока я все еще застряла на алфавите, потому что здесь очень доходчиво и максимально, как это слово, на русском забыла сейчас, подробно рассказывают про буквы, про алфавит, и плюс еще там, да, сразу проходит чтение, как читать по слогам, правила чтения и так далее, поэтому это все очень пока долго идет, но, ну как долго, у меня еще только 7-е занятие. Но в целом пока нормально. Этот язык мне кажется каким-то очень структурированным, очень логичным, достаточно простым, но просто пока моему мозгу очень тяжело привыкать вот к новой системе письма, к вообще новой грамматике, к новым звукам. Но это мы уже проходили с арабским, это просто период адаптации. Я думаю, что я очень скоро привыкну и будет намного проще. Но вот пока на 7-е занятие все еще тяжело на самом деле. Я все еще путаю буквы, но все намного лучше, чем на первом занятии, потому что у меня вообще мозг разрывался. Вот. Короче, я сейчас шла по Нячангу, увидела корейское кафе. И там было объявление, не объявление, доска, что-то написано на корейском. Я решила прочитать. И прочитала. Вау, у меня такие эндорфины. Я смогла прочитать, что это дуриан. Там реально картинка дуриана. Так, сегодня 9-е занятие по корейскому, моего эксперимента изучения корейского за 1 месяц, базового корейского. Сегодня у меня урок по правилам чтения. На 7-м уроке я говорила, что корейский достаточно логичный и структурированный язык. Забудьте, потому что я сейчас перешла к правилам чтения, и они вообще, знаете, не имеют никакой логики. Просто вот почему-то в таких случаях читается так, а в других случаях по-другому. И больше никак. И даже непонятно, как это понимать. Как это понимать? У меня уже на этом этапе есть мысль, зачем я это затеяла? Потому что у меня просто мозг взрывается. Короче, мы услышали, как разговаривают на корейском, и там я узнала это слово «исео», но не могу вспомнить. Но Флавия такая говорит, возможно, это местоимение «я», а я говорю, нет, местоимение. So it's something iseo in the final. It's like a Yeah, with something verb. la-la-la, исео. But it's not. Рабочее место, чек. Сегодня проходим множественное число. Я не сказала самого главного, что я записалась к репетитору по корейскому. Оно пройдет уже послезавтра. Сегодня 13 у меня занятие. Вроде бы, дайте проверю. Короче, я уже 14, извините, я уже на половине. Осталось еще ровно половина до поездки в Корею. Еще 15 занятий. Волнуюсь. Слушайте, я даже сейчас поняла, что я могу сказать на корейском, что у меня есть урок по корейскому. Я могу составить базовое предложение. Я знаю 3 слова. Я вот сейчас подглядела, как будет урок. Сейчас. 저는 한국에 수업이 있어요. Вроде бы правильно. Я не уверена, что я правильно сказала с падежами, потому что я еще их так не прошла окончательно. Но как будто бы что-то вроде что-то звучит. Спрошу у учителя в воскресенье. Мое первое предложение. Нет, это мое второе предложение. Первое я вам сказала еще на каком-то там занятии, забыла. Слушайте, это мотивирует. Так, 17-е занятие по корейскому. Я уже прошла отрицательную частицу, падеж, артикли,
И почему я начала записывать это видео, особенно пока особенного ничего нет, потому что, оказывается, в корейском есть разные обращения в зависимости от социального статуса. Это для меня прям немножко шок, потому что к, например, людям с высоким статусом нужно обращаться так, а людям с низким статусом, там, продавцам, водителям и так далее, нужно обращаться по-другому. И для меня это немножко шок. Я не стала как бы это на самом деле записывать в этом уроке, и пока не хочу запоминать, потому что есть универсальное окончание, которое можно использовать везде в вежливой форме. Я просто буду придерживаться пока этого. 나무 선생님은 어때요? Yeah. This is me crying inside. Так, сегодня 21 занятие по корейскому. Я пишу скрипт для влога. Это домашнее задание на завтра. Учитель сказал снять небольшой влог на корейском. Я пишу скрипт, как профессионал своего дела, с 5 просмотрами на ютубе. Вот, и я пишу рассказ и думаю, а какую форму вежливости использует мне учителю? Я его очень уважаю. Я думаю, что, наверное, самую высокую форму вежливости. 안녕하세요, 나무성 씨는. 저는 지금 베트남에 있습니다. 아이스 커피를 마셔요. 베트남은 따뜻하고 바다가 있습니다. 바다는 파랗고 아름답습니다. 저는 바다를 좋아해요. 여기는 한국 사람이 많습니다. 감사합니다, 나무. 안녕히 계세요. 아보카도 아이스크림, 망고 아이스크림, 커피, 소금 커피, 빵, 환영, 슈퍼마켓, 저렴한 túnel, 모류 сауна. Так, осталось полчаса до урока по корейскому, и мне нужно подготовить рассказ, как у меня прошла неделя, потому что каждый раз учитель спрашивает, как у меня прошла неделя в Корее, что я нового увидела. И стараюсь готовить заранее, чтобы не сидеть и не тупить, не подбирать слова. Так, что сегодня произошло-то? Мы ездили в Пусан, я попробовала кучу еды, я начала смотреть, когда жизнь дает тебе мандарины. Надо обязательно об этом рассказать, потому что мой учитель живет на Чеджу, а этот сериал как раз снимался на Чеджу. Мне прям не терпится рассказать ему. Конечно, в помощь мой любимый чат GPT. Без него никуда. 저는 친구와 함께 부산에 갔어요. 안녕하세요. 잘 들리세요? 잘 들려요? 님 어때요? 저도 좋아요. 계속 바빴어요. 바빴어요. 네. 부산 잘 갔다 왔어요? 부산 어땠어요? 부산 아름다웠어요. 아름다웠어요. 어디 갔었어요? One moment. 되게 잘. 우리는 바다를 바다에 갔어요. 바다에 갔어요. 바다에 갔어요. 폭삭소가 수다. 울어요. 울었어요. 울었어요. 계속 울었어요.
아, I'm still 울어요. 계속 울어요. 감사합니다. 감사합니다. 소주 주세요. 하나. 소주. Уточним, получается, что и ребрышки, и 같지도 않은 날, 애도 없는 날. Я поняла слово 친구. 이따 저랬다. 이따 저랬다. Хорошая песня. 새빨간 거짓말, 새빨간 거짓말. 지우래. Я поняла 3 слова из этой песни. 친구, 없어요, 셋둘한. О чем эта песня? 잘 나갔다는 친구들의 꼰대들의 하는 말 정말 꼴같지. 와, 이건 진짜 짜증나. 오케이. 안녕하세요. 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 오케이. 안녕하세요. 저는 미라예요. 저는 25살이에요. 러시아에서 온 타타르 사람이에요. 저는 온라인 히로이라고 여행을 하고 있어요. 저는 음악을 좋아하고 언어를 배우는 것도 좋아해요. 지금 한국을 여행하고 있어서 한국어를 배우고 있어요. 또한 저는 한국의 힙합, 랩, 영화를 진짜 좋아해요. 그래서 이 언어를 계속 배우고 싶어요. 그리고 이 언어는 제가 좋아하는 도쿄와 비슷해서 정말 기뻐요. 저는 서울과 부산에 갔어요. 서울에서 처음으로 바비큐를 먹었는데 진짜 정말 맛있었어요. 서울 거리는 정말 영화 같아요. 서울과 사람들은 큰 영화 같아요. 한국 감사합니다. 정말 좋아요. 안녕히 계세요. Вывод моего челленджа. Я каждый день на протяжении 30 дней усердно занималась корейским, занималась с репетитором, который мне очень-очень помог. Нам самым сильным. 안녕하세요. Я считаю, что я выполнила свою цель на 60%. Все-таки 30 дней недостаточно, чтобы выучить корейский, для того, чтобы хотя бы базово болтать с носителями языка. Для меня лично это оказалось достаточно сложно, но я считаю, что выполнила свою цель на 60%, так как я могу рассказывать о себе, могу как-то болтать со своим репетитором, потому что он очень понимающий, добрый, всегда говорит очень медленно, доходчиво. Я его понимаю, могу ему ответить на корейском, но с корейцами в Сеуле, в Пусане общаться достаточно сложно, потому что это высококонтекстная культура. Если ты не знаешь корейского или он у тебя очень плохой, то будет достаточно сложно вообще общаться с корейцами. Ну, лично по моему опыту. То же самое касается кафе и Starbucks. Каждый раз, когда я говорила «Айса копи дюзео», мне отвечали там либо на английском сразу, видя, что я иностранка, либо мне потом задавали там кучу разных вопросов про акции, про что-то еще. Естественно, я не понимала и переходила на английский. Вот, поэтому эту цель я не выполнила. Но я рада, что сейчас в моем арсенале появился еще один язык. Я до сих пор им занимаюсь. Сейчас мы с моим учителем готовимся к 3-му сезону выхода игры в кальмара. Мы проходим новый вокабуляр, смотрим видео, переводим все трейлеры и вообще учим песенки из этого сериала. И в целом мне мой учитель показывает, вообще рассказывает о культуре Кореи и как бы вводит меня контекстно вообще вот в этот сериал. То есть вы понимаете, да, насколько я серьезно подхожу к просмотру своего любимого сериала. Вот. Все. Всем 안녕히 계세요. Всем пока. Так, Лана отлично говорит на корейском языке. Сейчас она даст топ-3 совета по изучению корейского языка эффективно. Давай, Лана. Меня сначала напоила, а теперь советы требует, да? Первое, для начинающих, да? Мы говорим про начинающих? Да.
Самый первый совет – это заниматься корейским обязательно каждый день. Каждый день хотя бы по 5, 10, 15 минут. Не нужно сидеть 3 часа. Достаточно 5-10 минут в день, но каждый день. Здесь как с спортом. Если ты пропускаешь один день, у тебя идет откат. Даже ты не просто стоишь на месте, у тебя идет откат. Поэтому обязательно каждый день. Раз. Два. Все, что вы читаете, нужно читать обязательно вслух, проговаривать. Да? Идеальный вариант вообще это записать себя на аудио. Я знаю, что большинство людей ненавидят слышать свой голос в записи, но надо, чтобы слушать, как ты говоришь, анализировать. И если вдруг есть преподаватели или знакомые корейцы, отдавай запись им, пускай они тебя корректируют. И третий совет, наверное, по аудио тоже, это чтобы тренировать произношение. Если употребляешь какой-то контент, повторяй за людьми, которые их слышишь, видишь на видео. То есть они сказали фразу, останавливаешь, отматываешь, повторяешь за ними, делаешь так называемый shadowing, когда ты становишься тенью спикера, и это помогает развить твои разговорные навыки. Класс. А теперь скажи на корейском что-нибудь. Или я скажу все то же самое на корейском. 자, 여러분, 술을 마셨으니까 이제 말이 안 나와요. 그래서 좀 양해 부탁드립니다. 네. Речь больше не вылазит. Поэтому прошу меня понять и простить. Я в шоке. Вау.